20 июля 1926 года. Заседание Политбюро. Феликс Эдмундович Дзержинский сидит, вцепившись пальцами в край стола. Ему 48, но выглядит он на все 60. Он только что вернулся с пленума ЦК, где говорил о единстве партии. Он встает, чтобы уйти, и падает. Сердце останавливается через 3 минуты. Медицинское заключение будет сухим. Переутомление, острая сердечная недостаточность. Через несколько лет созданная при его участии система государственной безопасности начнет стремительно меняться, приобретая новые полномочия и новые методы работы. А через 3 десятилетия один из них, тот, чей ордер на арест по рассказам Дзержинский когда-то разорвал, доведет эту систему до абсолютного совершенства. Мы привыкли думать о Дзержинском как о палаче или как о рыцаре революции. Но что, если мы посмотрим на него иначе? Что, если он был не просто чекистом, а, возможно, инженером? Он создал не организацию, он создал протокол. И этот протокол, как вирус, пережил своего создателя, мутировал, приспособился к новым условиям и сегодня работает в каждом смартфоне, в каждом алгоритме, в каждой системе сбора данных. Сегодня этот протокол работает через корпорации и государственные платформы. И мы, сами того не замечая, возможно, стали его соавторами. Мы добровольно загружаем свои данные, отмечаем геолокацию, ставим лайки и соглашаемся на условия, которые никто не читает. Сегодня государства и корпорации знают о каждом из нас все, но мы сами платим им за это подпиской, временем и вниманием. Это и есть главный парадокс Железного Феликса. Он хотел контролировать врагов, а стал отцом контроля, который мы носим в кармане и включаем по собственному желанию. 20 июля 1926 года. Пленум ЦК. Дзержинский произносит 2-часовую гневную речь, осуждающую Троцкого и внутреннюю оппозицию. Свидетели говорили, что он выглядел больным на протяжении всей речи. Он цитирует Маркса, говорит страстно, срывая голос. Он заканчивает словами: «Мы должны вернуться к нашим истокам, иначе мы погибнем». Он садится, встает, падает. Через 3 минуты его сердце останавливается навсегда. Ему было 48 лет. Казенное заключение медиков, переутомление, не объясняет главного. Многие из друзей и близких полагали, его сразила не только физическая усталость, но и пропасть между тем, что он строил, и тем, во что верил. Представьте себя на его месте. Вы видите, что партия, которую вы строили, превращается в машину, перемалывающую людей. У вас есть 2 пути. Публично сказать «стоп», и вас уничтожат. Или молча терпеть и пытаться смягчать удары. Что выберете вы? Дзержинский выбрал второе. Он остался в системе, писал горькие письма, спасал детей, смягчал приговоры. Он умер, так и не решившись на открытый бунт, потому что, по его собственным словам, не мог уйти. Это было его детище. Сталин, которому предстояло использовать ту же машину, построенную Дзержинским, чтобы чистить и убивать миллионы своих бывших товарищей, назвал его рыцарем пролетариата. Дзержинского похоронили у Кремлевской стены, героя революции до конца, так и не увидевшего, во что превратится его творение в чужих руках. Дзержинский умер, но протокол остался. Он просто сменил владельца. Машина не знает благодарности, она знает только логику. Вы думаете, Дзержинский был всемогущим? Нет. Посмотрите, как один телефонный звонок перечеркнул его волю. Это эпизод, который многие историки называют «точкой невозврата». И как мы уже упоминали в предыдущем ролике, если бы Феликс тогда не разорвал ордер, вся история советских спецслужб могла бы пойти по-другому. Но он разорвал. И это, возможно, самое страшное его решение. 1921 год. ВЧК. Кабинет Дзержинского. На столе докладная Михаила Кедрова. Кедров, член коллегии ВЧК, только что вернулся из Баку. Он пишет: «В азербайджанской ЧК творится безобразие. Заместитель председателя Берия берет взятки, отпускает виновных, фабрикует дела против невиновных. Дзержинский, по некоторым свидетельствам, немедленно вызвал сотрудника по особым поручениям Якова Березина и, как сообщается,
отдал ему ордер на арест Лаврентия Берии, назначив для этого наряд из 4 чекистов. Однако за несколько часов до отправки поезда, по воспоминаниям современников, раздался телефонный звонок. Звонил Сталин. Возможно, он убеждал Дзержинского не горячиться, напоминая, что Микоян поручился за Берию и что тот еще молод и исправится. Дзержинский, как рассказывают, после долгого молчания тяжело вздохнул и отменил арест, разорвав ордер в мелкие клочки, объяснив это тем, что позвонил Сталин. Клочки бумаги падают в корзину. Через 30 лет эти клочки сожжет сам Берия в своем кабинете, уничтожая все бумаги, связанные с Дзержинским. Ирония. Создатель системы сохранил жизнь своему самому страшному наследнику. А теперь вопрос, который мы оставим открытым. Если бы Дзержинский не послушал Сталина и арестовал Берию в 1921-м, тогда не было бы дела врачей, не было бы массовых чисток 1937-го в таком масштабе. Или нашелся бы другой исполнитель. История не знает сослагательного наклонения, но эта развилка – одна из самых драматичных. В 1953 году Берия, уже хозяин НКВД, сжигает ту самую докладную. Он смеется. «Ты хотел меня арестовать, а теперь я твой наследник». Через месяц Берию расстреляют. Система пожирает своих создателей. Дзержинский не дожил до этого, но его система пережила всех. Этот эпизод показывает, что протокол выше личных решений. Дзержинский хотел арестовать Берию, но политическая логика, звонок Сталина, перевесила. Позже Берия сам станет жертвой того же протокола. Система работает по своим правилам, и она не щадит никого. Ни врагов, ни друзей, ни создателей. Как в «Игре престолов», если ты не выигрываешь, ты умираешь. Но здесь даже выигравшие мертвы. Протокол не знает победителей, он знает только следующий ход. Кстати, если вам интересно, как мы разбирали другие развилки истории, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. А сейчас продолжим. А теперь перенесемся в 1877 год. Представьте, вы родились в обедневшей дворянской семье в имении с говорящим названием Дзержинова. И вы – слабый синюшный младенец, которого крестят прямо в родильной комнате, потому что боятся, что умрете. Имя Феликс означает «счастливый». Спойлер – счастья будет мало. Но выживать вы научитесь. Это как навык, который вы прокачаете до максимума. Имение Дзержинова. Ашмянский уезд, Виленская губерния. 1877 год. В доме пахнет воском и сухими травами. Отец – Эдмунд Иосифович, учитель гимназии, маленький человек с большими очками и вечными пятнами чернил на пальцах. Мать – Елена Игнатьевна, из обедневших дворян, поет по-польски колыбельные и каждое воскресенье водит детей в костел. Их герб – слепцов, 2 черных орла, которые держат подкову. Символ удачи, которая никогда им не улыбалась. Феликс появился на свет раньше срока, слабым, синюшным, едва дышащим. Акушерка крестила его прямо в родильной комнате, боясь, что мальчик не доживет до утра. Имя Феликс в переводе с латыни означает «счастливый». Ирония судьбы, которая будет сопровождать его всю жизнь. Счастья в его биографии будет немного, но выживать он научится с пеленок. Род Дзержинских старый, но обедневший. Их предки в 17 веке владели землями, но к 19 веку остались только воспоминания и шляхетская гордость. В семейном архиве хранились письма, где кто-то из Дзержинских переписывался с родственниками Чехова. Дальняя ветвь, но факт остается фактом. Аристократическая кровь, смешанная с интеллигентской, дала сложный сплав. Феликс растет среди книг. Отец читает ему Мицкевича и Словацкого, говорит о восстании 1863 года, о том, что Польша должна быть свободной. Маленький Феликс слушает и чувствует, что мир несправедлив, что где-то есть правда, за которую надо бороться. Но в этой теплой патриархальной жизни была трещина, о которой в семье молчали. Старшая сестра Феликса, Ванда, умерла при невыясненных обстоятельствах, когда мальчику было всего несколько лет. В мемуарах современников есть глухие намеки на то, что ее смерть была связана с несчастным случаем, который мог произойти по недосмотру кого-то из родных. «Семья замкнулась», — говорили шепотом, а Феликс, еще не понимая,
впитывал эту атмосферу невысказанной боли. Возможно, именно тогда в нем поселилось чувство, что мир полон несправедливости, которую надо исправлять любой ценой. По собственным словам, в детстве он хотел стать священником. Где-то в подростковом возрасте это желание разбилось, и он заменил его на революционный марксизм, учение, которое в итоге потребовало не меньшей преданности. Добрый мальчик из теплого дома, таким его запомнили соседи, задумчивым, набожным, любящим помогать матери. Но внутри уже зрела решимость, которая перевернет не только его жизнь, но и историю целой страны. Вот он, тихий набожный парень, а через 30 лет глава первой в мире спецслужбы с правом расстрела без суда. Где сбой? Где поломалось? Мы еще увидим. А что, если бы Феликс Эдмундович остался священником? В рясе с крестом, вместо нагана Библия. Он не создает ВЧК, а ведет проповеди о смирении. Тогда, возможно, не было бы системы тотального учета, но был бы другой контроль, контроль совести. А это не лучше, просто другая машина, как думаете? В 1887 году, когда Феликсу 10, отец умирает от туберкулеза. Семья разоряется. Мать сдает комнаты, продает остатки фамильного серебра. Феликс идет в гимназию в Вильно. Там он впервые сталкивается с русскими чиновниками, толстыми, самодовольными, которые смотрят на поляков как на мусор. Феликс замыкается, начинает читать Маркса и решает, что мир надо менять не молитвой, а делом. Остановимся здесь. Гимназия — это не просто школа. Это модель империи в миниатюре. Запрет на родной язык, унижение, национальное презрение. Дзержинский видит, как система давит не кулаками, а правилами. И он ненавидит эту систему. Но ирония в том, что через 30 лет он сам создаст систему, которая будет давить во 100 крат сильнее. Как так выходит? Сейчас разберемся. В гимназии Дзержинский впервые столкнулся с системой, которая давит не физически, а морально. Учителя-русификаторы, запрет на польскую речь, унижение национального достоинства. Он видел, как его одноклассников наказывали за то, что они говорили по-польски в коридоре. Это была не просто школа, это была модель империи, где одни народы были господами, а другие слугами. Именно здесь, за партами Виленской гимназии, в нем вызрела ненависть к насилию власти. Но парадокс в том, что позже он сам станет воплощением этого насилия. Он возненавидел тиранию, но построил тиранию. Он мечтал освободить людей от цепей, но сам сковал их цепями учета и контроля. Потеря веры произошла не в один день. Сначала он перестал ходить к исповеди, потом начал сомневаться в догматах, а потом понял, что Бог не вмешивается в людские страдания. И тогда он нашел нового Бога – революцию. Марксизм стал его религией, там были свои священные тексты, «Капитал», свои пророки, Маркс и Энгельс, свои обряды, подпольные собрания, и свои мученики, те, кто погиб в борьбе. Он искал абсолют и нашел его в учении, которое требовало тотальной преданности. Каждый из нас в юности ищет идею, за которую можно умереть. Дзержинский нашел. Но он не учел, что идея, за которую умирают, легко превращается в идею, за которую убивают. А теперь представьте, польский дворянин, говорящий на идише, работает среди еврейских рабочих Вильна. Это как если бы аристократ пошел в бармены в квартал, где его никто не знает. Но он учит язык, он вникает в их беды. Почему? Потому что хочет стать своим среди тех, кого раньше презирало его сословие. Это не просто смена круга общения, это ритуал отречения от прошлого. Дзержинский, польский дворянин, начал работать среди еврейских рабочих Вильна. Он учил идиш, чтобы понимать их, сидел в прокуренных мастерских, слушал рассказы о нищете и бесправии. Для него это было не просто знакомство с новым классом, это было преодоление собственного происхождения. Он отказывался от шляхетских привилегий, чтобы стать своим среди тех, кого раньше считал ниже себя. Идиш, язык бедняков, язык рынка, язык улицы, стал для него пропуском в мир, где не было места сословным предрассудкам. Он говорил на нем с акцентом, но говорил, и это вызывало уважение. Рабочие называли его «товарищ Феликс», и в этом обращении было больше тепла, чем в любом дворянском титуле.
Но за любовь народа надо платить. Первая манифестация и первый арест. Дзержинский попадает в Таганскую тюрьму. Тогда ему 20 лет. Он еще не знает, что проведет в камерах в сумме около 10 лет, почти треть своей сознательной жизни. Как в сериале «Оранжевый хит сезона», только без юмора и с реальной угрозой расстрела. 1897 год. Вильна. Студент Дзержинский участвует в манифестации. Его арестовывают в первый раз. 2 часа допроса. Он молчит. Его отправляют в Таганскую тюрьму. Таганка — камера-одиночка. Дзержинский сидит на нарах, рисует пальцем на запотевшей стене. Он не сломлен. Он учит немецкий, читает Каутского, пишет письма матери, которые не доходят. «Мама, не плачь. Я не сломлен. Я верю, что правда восторжествует. Молись за меня, но молись не о спасении души, а о том, чтобы мы смогли построить мир без тюрем и чиновников». 11 лет тюрем и ссылок — это не просто срок. По самым скромным подсчетам, между 1897 годом и крахом царского правительства в 1917 его арестовывали 5 или 6 раз, а во взрослой жизни он провел около 10 лет в тюрьмах, ссылке или на каторге. Бутырка, Варшавская цитадель, Орловский Централ. Он станет профессиональным узником. Он научится терпеть холод, голод, унижение. Он станет несгибаемым. В один из периодов охранники избили его так сильно, что челюсть осталась навсегда поврежденной. Вы думаете, у революционеров не бывает личной жизни? Бывает. Но она всегда приносится в жертву. Как в фильмах про супергероев. У них нет времени на семью, потому что надо спасать мир. Только здесь мир не спасают, его перекраивают. И цена — разбитые сердца, одинокие дети, письма из тюрьмы, которые не доходят. Вся жизнь Дзержинского была подчинена идее. У него не было времени на личное счастье, но оно все же случалось. Еще в юности он влюбился в женщину, чье имя до нас не дошло. Ее называют Сабиной в некоторых источниках. Это была дочь ссыльного поляка, и они встречались в подполье. Но революционные дела разлучили их. Дзержинский ушел в очередной подпольный кружок, а она вышла замуж за другого. Он не винил ее, он винил себя и систему, которая не дает людям быть просто людьми. Позже, уже в тюрьме, он познакомился с Софьей Сигизмундовной Мушкат, дочерью политического ссыльного. Они полюбили друг друга, но судьба была жестока. Софья родила их сына Яна в 1911 году, когда Дзержинский уже был арестован. Ребенок рос в тюрьме при матери, а отец видел его всего несколько раз за первые годы жизни. Ян Дзержинский позже станет инженером и будет жить в тени отцовской славы и проклятия. Дзержинский писал Софье из тюрьмы: «Ты знаешь, что я не могу быть с тобой всегда, но когда я думаю о тебе, я сильнее. Революция отнимает у нас время, но она же дает нам смысл». Это была цена служения идее, личное счастье приносилось в жертву. Представьте, вас бьют, морят голодом, держат в одиночке годами. Что останется от вашей души? У Дзержинского осталась сталь. Но сталь — это не только несгибаемость, это еще и холод. Он вышел из тюрем не с верой в людей, а с верой в порядок. И он решил, что новый порядок будет настолько сильным, что никто не сможет его сломать. Он не заметил, как сам стал этим порядком. Тюрьмы не сломали его, они сделали его жестче. Он научился терпеть боль, прятать эмоции, ждать. Он вышел из заключения человеком, который больше не боится смерти. Но он принес из тюрем и другое — желание навести порядок любой ценой. Он видел, как царская система калечит людей, и решил, что новая система будет настолько сильной, что никто не сможет ее сломать. Он не заметил, как эта система сама стала калечить. В 1906 году его приговаривают к смертной казни, но приговор заменяют на бессрочную каторгу. Ирония судьбы. Палач, который позже подпишет тысячи смертных приговоров, сам трижды стоял на пороге расстрела. А теперь сцена побега. Тайга, мороз, босиком питаются корой. Звучит как сюжет выживальщика из игр серии The Last of Us. Но это реальность. Дзержинский бежит дважды, оба раза провал. Но он не сдается. Почему? Потому что для него лучше умереть в попытке, чем сгнить в ожидании. В 1908 году Дзержинский бежит из сибирской ссылки.
Он идет по тайге, босиком, с товарищами. Питаются корой. Он не жалуется. Он уже железный, не из-за сейфа, а из-за того, что выжил там, где выжить невозможно. Но побег не удается. Его ловят, снова сажают. Он бежит опять, и опять попадается. Только революция 1917 года дарует ему настоящую свободу. Представьте, вы в ссылке, за вами следят, кругом тайга и мороз. У вас есть шанс бежать, но шанс невелик, 50%. Что делать? Бежать сейчас, даже если поймают, или ждать, копить силы, искать надежный план? Дзержинский бежал дважды, не дожидаясь идеального плана. Первый раз провал, второй провал. Но он не жалел. «Лучше попытаться и умереть, чем сидеть и ждать, пока сгниешь», — писал он. Этот выбор, рискнуть всем сейчас или ждать и упустить возможность, станет его главной стратегией в жизни. — 1917. Февральская революция открывает тюремные двери. Дзержинский выходит на свободу и через 8 месяцев становится одним из самых влиятельных людей в стране. Как такое возможно? Он не был харизматичным оратором, не был гениальным стратегом. Возможно, он был просто очень организованным, а в хаосе это суперсила. Февральская революция 1917 года открывает тюремные двери. Дзержинский выходит на свободу и через 8 месяцев становится одним из самых влиятельных людей в стране. Он не искал власти, он искал порядок и оказался в центре событий. Смольный. Ночь с 25 на 26 октября 1917 года. В коридорах пахнет керосином и потом. Дзержинский мечется по комнатам. Он организует, координирует, командует. Он не берет винтовку, он берет на себя ответственность. По некоторым воспоминаниям, Ленин, наблюдая за ним, якобы заметил, что только такой человек сможет справиться с задачей. Нужна рука, которая не будет дрожать. Дзержинский, как говорят, молча кивнул, даже не уточняя, о чем идет речь. Ленин понимал, что для управления нужны не ораторы и не стратеги. Нужен администратор, который превратит хаос в порядок. Таким человеком стал Дзержинский. Он не блестящий, не харизматичный. Он просто очень организованный. Роль Дзержинского в перевороте часто недооценивают. Он не был оратором-трибуном, как Троцкий, и не был гениальным стратегом, как Ленин. Но он был мотором. Человеком, который превращал хаос в порядок. Он координировал действия Кронштадта, Петропавловской крепости, заводских комитетов. Без него штурм Зимнего мог бы захлебнуться в бюрократических проволочках. В этом хаосе он впервые применил свой главный талант – умение структурировать, учитывать, контролировать. Это был не просто военный талант. Возможно, это был инженерный подход к управлению людьми. И этот подход он перенесет в новую организацию, которая станет его главным детищем. — 20 декабря 1917 года. Совет народных комиссаров издает декрет о создании ВЧК. 6 недель после Октябрьской революции. Страна в хаосе, чиновники саботируют, офицеры плетут заговоры. И Дзержинский получает задание – создать орган, который будет действовать вне закона. Возможно, он сам не знает, что закладывает фундамент машины, которая переживет и его, и Ленина, и Сталина. 20 декабря 1917 года, ровно через 6 недель после Октябрьской революции. Совет народных комиссаров издает короткий, почти бюрократический декрет о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. По-русски аббревиатура складывается в слово, которое переживет век – ВЧК. Во главе ее ставит Дзержинского. Никакого отдельного закона, оговаривающего полномочия ЧК, не существовало. И хотя она формально подчинялась правительству Ленина, на деле многие годы отвечала сама себе. Он не знает, что станет отцом-основателем спецслужбы, которая переживет его на 7 десятилетий. Он не знает, что его имя станет синонимом страха. Он думает, что строит меч революции, оружный отряд партии. Но, возможно, на самом деле он закладывает первый камень универсальной машины управления, машины, которая сможет работать при любой власти, с любой идеологией, потому что ее логика – это логика учета, контроля и превентивного подавления.
ВЧК размещается в здании на углу Варсонофьевского переулка и Большой Лубянки. Бывшее страховое общество «Якорь». В кабинете пусто, только стол, стул и телефон. Дзержинский садится, берет трубку и, как сообщается, произносит первое распоряжение – арестовать. Потом будут тысячи подобных приказов. Чем занималась ВЧК в первые годы? ВЧК начиналась как маленькое бюро, 23 сотрудника, несколько револьверов и папка с доносами. Но задачи были колоссальными. Страна не признавала новую власть, чиновники саботировали, офицеры создавали заговоры, спекулянты прятали хлеб. Дзержинский создает сеть осведомителей, оперативные группы и выездные сессии. ВЧК не просто арестовывает, она превентивно уничтожает угрозы. К концу 1918 года отделы ЧК, губернские, уездные, городские, разрастаются по всей разваливающейся империи. К 1921 году только войска охраны, приданные организации, насчитывали около 200 тысяч человек. Для сравнения, царская охранка, тайная полиция, которой боялось все революционное поколение Дзержинского, в лучшие времена имела примерно 15 тысяч сотрудников. ЧК Дзержинского превысит этот предел более чем в 10 раз. В 1918 году ВЧК получает право расстреливать без суда. Дзержинский лично утверждает списки. Он считает, что в условиях войны с контрреволюцией закон – роскошь. По его убеждению, нельзя ждать, пока враг нанесет удар, нужно бить первым. Но при этом он требует от чекистов дисциплины. Холодная голова, горячее сердце, чистые руки – эта формула становится кодексом. Дзержинский лично допрашивает арестованных, проверяет обвинения. Он убежден, что ошибки быть не должно. Если он ошибается, он исправляет. Но таких случаев немного. Но вот вопрос. Уже тогда в этой формуле скрывался зародыш будущего протокола. Эмоции не должны мешать учету, а мораль – подменять эффективность. Именно эта установка позже позволит системе работать без Дзержинского, без Ленина, без Сталина. Просто как автономный процесс. Или это просто наша современная проекция? Лубянка — это не здание, это портал. Ты входишь, и мир живых остается за спиной. В подвалах бывшего страхового общества «Якорь» нет окон, только бетон и ржавые трубы. Шаги стихают, и начинается другой звук — вопросов, криков, тишины. Подпись Дзержинского на ордере — это не просто росчерк, это приговор, после которого человека больше не существует. Лубянка — это не просто здание. Это портал, через который люди входили в мир живых и выходили в мир теней. В подвалах бывшего страхового общества «Якорь» оборудовали камеры, куда приводили арестованных. Там не было окон, только бетонные стены и ржавые трубы. Звук шагов стихал, и начинался другой звук – вопросов, криков, тишины. Подпись Дзержинского на ордере или на списке расстрела была не просто росчерком. Это был приговор. Человек мог исчезнуть навсегда, и никто не узнал бы, где он. В те годы ходили слухи, что в подвалах Лубянки есть специальная комната, откуда не возвращаются. Никаких документов об этом не сохранилось, но страха это не уменьшало. Дзержинский сам не спускался в подвалы. Он сидел в своем кабинете на верхнем этаже и подписывал бумаги. Он знал, что там происходит, но считал, что это неизбежно. «Мы не можем позволить себе слабость», — говорил он и подписывал. И люди исчезали. А теперь история, которая дала Дзержинскому его знаменитое прозвище. Весна 1918 года. Москва, Лубянка. Вечер. Дзержинский работает, когда кто-то бросает гранату в открытую форточку. Взрыв. Стекла вылетают. Стены посечены осколками. Но Дзержинский, по легенде, успел вовремя. Услышав звук и увидев тень, он мгновенно прыгнул в железный сейф. Когда в кабинет вбежали чекисты, среди дыма они застали своего начальника, который спокойно выбирался из сейфа и, как рассказывают, с невозмутимым видом заметил, что надо работать дальше. Именно после этого случая ветераны начинают называть его «железным Феликсом». Не за стальную волю, за скорость и сообразительность. Позже биографы превратят этот эпизод в легенду о несгибаемости, но суть в другом. Дзержинский прятался в сейф.
Он был железным только тогда, когда надо было выжить. Ирония. Прозвище, рожденное из инстинкта самосохранения, стало символом мужества. Если бы он замешкался на секунду, осколки могли убить его. Тогда ВЧК возглавил бы кто-то другой, возможно, Егода или Ежов. В этом случае репрессии начались бы раньше и без тормозов. Иногда судьба системы зависит от рефлекса одного человека. Существует и другая версия. Прозвище возникло из-за его характера, непробиваемого, холодного. Но сам Дзержинский не любил это прозвище. Он говорил: «Я не железный, я просто устал бояться». К лету 1918 года организация уже была настолько нестабильна, что ненадолго обратилась против своего руководителя. В июле, во время мятежа бывших союзников большевиков левых эсеров, Дзержинского взяли в заложники члены его же собственного боевого отряда ЧК, и лишь верные правительству войска подавили восстание и освободили его. Этот эпизод часто забывают, но он показывает, насколько хрупкой была власть в те месяцы, и как легко созданная им машина могла раздавить своего творца. Дзержинский вышел из заложников с еще более жесткой уверенностью. Система должна быть надежнее, и он сделает ее такой. Он понял главное: инструмент не должен иметь собственной воли. Он должен подчиняться только протоколу. Именно эту философию он вложит в БЧК, и именно она позволит системе пережить его самого. Теперь момент, когда Дзержинский впервые пошел против своей совести. Февраль 1918 года, заседание ЦК. Ленин настаивает на подписании унизительного мира с Германией. Дзержинский, по воспоминаниям современников, вскочил с места, закричав о предательстве и недопустимости капитуляции перед империалистами. Троцкий поддержал его, но Ленин переубедил большинство. Дзержинский подчинился, но, судя по его дневниковым записям, это стоило ему огромных внутренних терзаний. Он писал, что пошел против совести и предал свои идеалы. Но партия сказала: значит, так надо. Это был первый надлом. А через полгода покушение на Ленина, после которого Дзержинский запускает красный террор. Февраль 1918 года. Заседание ЦК. Вопрос: подписывать ли унизительный Брестский мир с Германией? Ленин настаивал: мир любой ценой, иначе революция погибнет. Дзержинский, по свидетельствам участников, яростно возражал, но после голосования оказался в меньшинстве и уступил партийной дисциплине. В дневнике он оставил запись о том, что пошел против совести и предал свои идеалы, но партия сказала: значит, так надо. Этот компромисс стал первой глубокой трещиной в его вере. Дзержинский так и не простил себе этого шага, однако продолжал оставаться верным партийной дисциплине, считая, что личные убеждения должны уступать коллективному решению. Эта черта делала его идеальным солдатом партии, но одновременно трагической фигурой. Его собственные идеалы постепенно стирались под давлением системы. 30 августа 1918 года. Москва, завод Михельсона. Эсерка Фанни Каплан стреляет в Ленина. Пули застревают в теле вождя. В тот же день в Петрограде молодой военный кадет и поэт Леонид Каннегисер подошел к Моисею Урицкому, главе местной ЧК, и застрелил его. По большинству свидетельств, в отместку за казнь друга. Дзержинский приезжает на место покушения на Ленина через час. Он белый от ярости. Он приказывает арестовать всех подозреваемых – эсеров, анархистов, просто прохожих. В тот же день, по некоторым данным, он отдал распоряжение о массовых расстрелах заложников из буржуазных классов. Так начался красный террор. Уже через несколько дней большевистская печать требовала крови в выражениях, не оставляющих простора для воображения. Одна газета писала о том, чтобы превратить сердца в сталь и потопить врагов режима в море их собственной крови. 5 сентября 1918 года правительство делает это официальным. Декрет о красном терроре предписывает изолировать классовых врагов в лагерях, а контрреволюционеров расстреливать без колебаний. Цифры растут почти мгновенно. Только в Петрограде в течение нескольких дней расстреливают несколько сотен человек, обозначенных просто как представители буржуазии, в качестве заложников и в порядке возмездия.
В Москве 5 сентября публично казнят десятки. Это уже не расследование, ведущее к наказанию, а наказание по категориальному признаку. Людей осуждали за то, кем они были, а не за то, что они сделали. Дзержинский лично контролирует расстрелы. По его словам, он не мог позволить врагам думать, что они могут безнаказанно поднимать руку на вождя. Представьте, вы глава ЧК. В стране хаос, враги кругом. У вас есть подозреваемый, но улик против него мало. Однако он – бывший офицер, дворянин. Ваши действия – расстрелять сразу, не тратя время. Или провести полноценное следствие, но враг может ускользнуть. Дзержинский выбрал расстрел, но при этом требовал от чекистов документировать каждое дело, чтобы потом можно было проверить. Он верил, что статистика и учет помогут избежать ошибок. На практике это означало, что расстрелы становились легальными задним числом. А теперь спросим себя. Здесь протокол достигает своего апогея. Человек перестает быть личностью, он становится элементом класса, статистической единицей. Именно эта логика, учет по категориям, а не по поступкам, станет основой для всех последующих репрессий. И именно эта логика сегодня превращает нас в профили, сегменты аудитории, целевые группы. Но так ли это однозначно? Или мы проводим слишком прямую параллель? А теперь самый странный документ в истории ВЧК. Дзержинский издает инструкцию обращаться с арестованными вежливо, не унижать, не применять насилие без крайней необходимости, кормить, давать писать письма. Как это сочетается с расстрелами? Для него это логично. Система должна быть цивилизованной даже в своей жестокости. Но если вы жертва, вы вряд ли оцените вежливость палача. Он требует, чтобы заключенных кормили, давали им возможность писать письма, соблюдали санитарные нормы. Это звучит как насмешка. Как можно быть вежливым с человеком, которого через час расстреляют? Но для Дзержинского это было логично. Он считал, что система должна быть цивилизованной даже в своей жестокости. «Мы не звери», — говорил он. «Мы судьи революции, и мы должны быть выше своих врагов». Этот парадокс вежливости расстрел, заботы и уничтожения и есть суть Дзержинского. Возможно, он не был садистом, скорее он был бюрократом смерти. Он хотел, чтобы убийство происходило по правилам, в тишине, без лишней крови, потому что протокол важнее эмоций. Сколько людей погибло в Красном терроре? Историки спорят до сих пор. Официальные данные ЧК говорят о тысячах. Но если считать всех, от крестьянских восстаний до расказачивания, цифры уходят в миллионы. Мы не будем давать одну цифру, вы всегда можете проверить сами. Но важна не статистика, а логика. Людей убивали не за дела, а за принадлежность к классу. По крайней мере, так интерпретирует эту политику большинство исследователей, но есть и другие мнения. Это как если бы сегодня вас блокировали не за пост, а за то, что вы родились в определенном районе. Красный террор 1918-1920 годов. Это не просто эмоциональная реакция, это система. Дзержинский создает тройки, внесудебные органы, которые приговаривают к расстрелу без следствия. Он сам утверждает большинство приговоров. Он не подписывает все. Он лично перечитывает дела, ищет ошибки. Иногда смягчает наказание, иногда ужесточает. Его сотрудники говорят: «Феликс Эдмундович, вы слишком щепетильны». Он отвечает: «Мы не убийцы, мы судьи революции». Но статистика и ее интерпретация расходятся кардинально. Во внутренней отчетности ЧК, которую вел один из заместителей Дзержинского, Мартин Лацис, значится примерно 8 тысяч казней примерно в 20 губерниях за первые 1,5 года работы. Историки называют эту цифру насмешкой уже целый век. Российский исследователь Сергей Мельгунов, собравший собственные подсчеты по опубликовавшимся тогда отчетам, утверждал, что лично задокументировал около 900 казней в одной только Москве за тот период, когда лацисовские данные насчитывали всего 22 по всей стране. Если же расширить хронологию на весь красный террор, примерно с конца 1918 по 1922 год современные историки дают оценки от 50 тысяч убитых по самым консервативным архивным подсчетам до значительно более миллиона,
в более широких оценках, включающих подавление крестьянских восстаний. Некоторые российские историки, считая все политическое насилие большевиков до 1922 года, а не только узко определенный красный террор, называли число до 2 миллионов. Мы не станем давать одну чистую цифру, потому что ее не существует. Тот, кто называет одно число без указания источника, просто думает за вас. Но логика убийств не вызывает споров. Тот же Мартин Лацис разъяснил ее в газете ЧК в ноябре 1918 года в пассаже, который историки цитируют до сих пор. «Мы воюем не с отдельными лицами», — писал он. «Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите улик в том, что обвиняемый словом или делом выступал против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему задать, к какому классу он принадлежит». Эту фразу часто приписывают самому Дзержинскому, но она принадлежит Лацису. Однако Лацис писал это как подчиненный Дзержинского, описывая политику, которую организация Дзержинского уже проводила. Это не ограничивалось городами. В начале 1919 года красные силы, проходя через донские казачьи территории, за несколько недель казнили около 8 тысяч человек. Кампания, которую историки называют «расказачивание», нацеленная на уничтожение донских казаков как социальной группы, а не на наказание конкретных деяний. Примерно через 1,5 года, когда крестьяне Тамбовской губернии восстали против продразверстки, ответные меры включали применение химического оружия против повстанцев, укрывавшихся в лесах. Когда все закончилось, от 50 до 100 тысяч человек было заключено в тюрьмы или депортировано, примерно 15 тысяч казнено. Кое-что из сохранившихся свидетельств почти слишком конкретно, чтобы быть неправдой. В лагере под Кемпогостом на Крайнем Севере чекисты якобы топили связанных заключенных в реке Двине. Не как отдельный случай зверства, а как обычную практику. Современники вспоминают, Дзержинский никогда не радовался смерти. Он был аскетичен, бледен, часто молился, втайне, ведь он коммунист. Он считал себя хирургом, который вырезает раковую опухоль. Позже хирургов назовут палачами. Но для нашего повествования важно другое. Система учета и классификации, созданная Дзержинским, стала самоценной. Она работала не ради идеи, а ради собственного воспроизводства. Точно так же сегодня алгоритмы собирают данные не ради какой-то высшей цели. Они собирают данные, потому что такова их природа. Или это слишком смелое сравнение? Оставим это вопросом. Теперь самый личный парадокс. Дзержинский – поляк по происхождению. Он католик, говорит по-польски, любит Мицкевича. Но в 1920 году, когда Польша нападает на советскую Россию, Дзержинский становится одним из самых яростных противников польского национализма. Он создает оперативные группы по борьбе с польским подпольем на Западном фронте. Он приказывает арестовывать всех, кто симпатизирует белым полякам. По некоторым свидетельствам на допросах польских офицеров он говорил им по-польски, что революция не имеет национальности, и что их предательство заключается не в происхождении, а в борьбе против советской власти. Он верит в интернационализм. Он готов расстрелять своих соотечественников ради идеи. Для него национальность – это пережиток прошлого. Важна только классовая принадлежность. Но вот вопрос. Здесь протокол сталкивается с личным. Дзержинский подавляет свою польскую идентичность ради универсального принципа. Система требует отказа от частного в пользу общего. Сегодня мы делаем то же самое, когда соглашаемся на общие условия использования, отдавая свои личные данные ради универсального сервиса. Осознаем ли мы это или просто не замечаем? – 1918-1921 годы. Страна голодает, в городах эпидемии, в деревнях неурожай. Дзержинский отправляет чекистов в продовольственные отряды. Они изымают хлеб у крестьян для революции. Крестьяне сопротивляются, их расстреливают. Дзержинский пишет Ленину: «Мы не можем кормить армию и города без насилия. Это вопрос выживания». Ленин отвечает: «Действуй». Дзержинский действует, он становится палачом голодающих деревень. Но в 1921 году, когда голод достигает пика, он вдруг меняет тактику.
Он организует закупки зерна за границей, обращается к международной помощи. Он говорит: мы не можем допустить, чтобы народ вымер. Это противоречие. Он жестокий, но он спасает. Он не видит в этом раздвоения. Для него это два этапа одной борьбы. Голод. У вас есть два пути: отнять зерно у крестьян, рискуя восстанием, или обратиться за помощью к капиталистам, что может ударить по престижу революции. Дзержинский сделал и то, и другое. Сначала силой, потом через закупки. Он объяснял: сначала мы должны выжить, а потом строить. Это прагматизм, который шокирует современников, но спасает миллионы. И снова, здесь проявляется еще один принцип протокола – гибкость в методах при жесткости в целях. Система может быть и карательной, и благотворительной, в зависимости от того, что требуется для сохранения контроля. Сегодня мы видим то же самое. Алгоритмы могут блокировать контент и рекомендовать полезные статьи, следить за здоровьем и собирать данные о передвижениях. Все в рамках одного протокола. Но можем ли мы утверждать, что это прямое наследие Дзержинского? Или это просто общий закон любой управляющей системы? Решайте сами. Если вы еще не подписаны, самое время сделать это сейчас. Впереди будет еще много неожиданных поворотов. А мы продолжаем. 1921 год. Гражданская война кончилась, страна — руины. Поезда не ходят, заводы стоят, крестьяне голодают. Ленин говорит Дзержинскому: «Ты восстановишь транспорт». Тот не спорит, становится наркомом путей сообщения. Работает по 18 часов, ездит по губерниям, лично проверяет рельсы. Он выгоняет пьяных начальников, находит инженеров, заставляет работать. Через 3 года страна снова ездит. С 1924 года Дзержинский – председатель Высшего совета народного хозяйства, ВСНХ. Он управляет всей промышленностью. Он лично разрабатывает планы развития авиации, тракторостроения, радио. Однако даже на пике своей экономической власти он никогда не поднимался выше кандидата в члены Политбюро без решающего голоса. Созданная им машина заставляла его бояться, но так и не сделала его частью самого внутреннего круга. Но он не просто управляет, он думает, он выступает за хозрасчет, за мелкую частную торговлю, за то, чтобы не душить крестьян налогами. Он говорит: разденете крестьянина, сами останетесь без штанов. Это почти ересь. На заседании ВСНХ Дзержинский спорит с молодыми функционерами. Он кричит, стучит кулаком по столу. «Вы не понимаете, товарищи, экономика — это не приказ, это живые люди». Он пытается защитить НЭП, но НЭП сворачивают без него. Ирония. Человек, построивший систему страха, пытается построить систему свободы. И проигрывает. И опять мы видим, здесь протокол сталкивается с человечностью. Дзержинский хочет, чтобы система была гибкой, но система по определению стремится к жесткости. Управление требует упрощения, а упрощение убивает живую жизнь. Сегодня мы видим то же самое. Алгоритмы упрощают нас до профилей, а мы соглашаемся, потому что это удобно. Но задумываемся ли мы о цене этого удобства? От 1921 до 1924 Дзержинский борется с коррупцией внутри партии. Он создает комиссии по чистке аппарата. Он требует от чиновников отчетов, проверяет их счета. Он обнаруживает, что многие большевики живут не на зарплату, а на неофициальные доходы. Он приказывает арестовывать нэпманов, которые дают взятки. Но он также против чрезмерного контроля. Он пишет: «Бюрократия – это рак, который съедает революцию изнутри. Мы должны быть гибкими, а не закостенелыми». Ирония. Создатель самой жесткой системы борется с бюрократией. В 1920-е годы Дзержинский сталкивается с новой угрозой – нэпманами, частными торговцами и предпринимателями, которые наживаются на голоде. В советской печати того времени закрепился термин «подпольные миллионеры». Его часто приписывают Дзержинскому, хотя прямых доказательств этому нет. Но как бы то ни было, он требует от ВЧК-ГПУ вести на таких дельцов учет. Он пишет инструкции. Каждый крупный делец должен быть на виду. Мы должны знать, сколько он зарабатывает, кому платит, кого подкупает. Это зачатки финансового контроля и оперативного учета.
Но Дзержинский не только преследует, он анализирует. Он собирает данные об экономике, о доходах, о движении капиталов. Он хочет понять, как работает рынок, чтобы государство могло им управлять. Он становится одним из первых советских экономистов-аналитиков. Одновременно он борется с инакомыслящими внутри партии. В 1923 году он поддерживает Ленина в борьбе против троцкистской оппозиции. Но он не хочет репрессий, он хочет убеждений. Он говорит: мы должны переубеждать, а не расстреливать. Но система уже не слушает. Если бы он смог убедить партию отказаться от массовых репрессий, возможно, Сталин не пришел бы к власти с такой легкостью. Но Дзержинский был слишком верен партийной дисциплине. Он подчинялся, даже когда не соглашался. Опять мы видим, протокол сильнее намерений. Дзержинский хочет контролировать, но не уничтожать. Однако созданная им машина не знает полутонов. Она работает по принципу «или-или». Сегодня алгоритмы тоже не знают контекста. Они видят только данные и выдают решения. Мы тоже часто становимся жертвами этого бинарного подхода. Одобрено/отклонено. Целевая аудитория/нецелевая. Друг/враг. Но можем ли мы разорвать этот круг? Или он уже встроен в нашу реальность? После войны миллионы беспризорников. Около 7 миллионов детей без крова. 1921 год. Дзержинский становится председателем комиссии по улучшению жизни детей. После войны в стране миллионы беспризорников. По оценкам, около 7 миллионов детей остались без крова или сиротами из-за мировой войны, революции, гражданской войны и голода. Это была одна из самых серьезных гуманитарных катастроф той эпохи. Они живут в подвалах, на вокзалах, в канализационных трубах. Они воруют, умирают, становятся уголовниками. Дзержинский лично ездит по детским приютам. Он разговаривает с мальчишками, гладит их по головам, дает деньги из своего кармана. Один из них, Петя, потом скажет: он смотрел на нас не как на шелуху, а как на людей. Нам надо самим поучиться сплоченности и взаимовыручки у этих мальчишек. Если увидите беспризорного, помогите, не арестовывайте, спасайте. В 1925 году он основал организацию «Друзья детей». Детские дома строятся на деньги ВЧК. Дзержинский стоит во дворе, держит за руку маленькую девочку. У девочки грязные щеки, она улыбается. Дзержинский улыбается в ответ. Он счастлив. Это единственный момент, когда он не кажется монстром. Парадокс. В 1920 году Дзержинский подписывает приказ о расстреле 500 человек. В 1921 он строит детские дома. Как это сочетается? Ответ. Возможно, в его голове две вселенные. Одна — враги, которых надо уничтожить. Вторая — дети, которых надо спасти. Он не видит противоречия. Он считает, что это одно дело — служение народу. Но даже здесь протокол работает. Система заботится о тех, кого считает своими, детей пролетариата, и уничтожает чужих, классовых врагов. Сегодня мы видим это в социальных рейтингах. Одни получают бонусы, другие — ограничения. Система не знает пощады, она знает только категории. Но может ли быть иначе? Или любая система управления обречена на это? Он ел мало, стакан чая и черный хлеб на завтрак, суп без мяса. Носил одну потертую тужурку годами. Не пил, не курил, не имел хобби. Когда его угостили блинами на заседании, он съел один и вежливо отказался. Это не показная бедность, это внутренняя дисциплина. Он считал, что indulgence – слабость, а слабость – враг революции. Он не позволял себе быть человеком. Он был функцией, винтиком, машиной. И он хотел построить такую же машину для всех, но забыл, что люди хотят блинов, любви и тепла. И не в этом ли главный урок? Дзержинский и Троцкий – два фанатика, но разных. Троцкий – космополит, оратор, теоретик. Дзержинский – аскет, практик, исполнитель. Они часто спорят. В 1920 году Троцкий предлагает милитаризовать профсоюзы, Дзержинский против. Он говорит: мы не можем превращать рабочих в солдат. Троцкий его не слушает. Однако они уважают друг друга. Троцкий скажет в эмиграции: Дзержинский был единственным, кто не искал власти, он искал справедливость.
Это высокая оценка от врага. В 1923 году, когда начинается борьба с троцкизмом, Дзержинский оказывается на стороне Сталина, но без энтузиазма. Он считает, что Троцкий опасен, но не враг. Он предлагает сослать Троцкого, а не расстрелять. Сталин соглашается, но позже нарушит слово. Дзержинский пытается внести в протокол человечность, но протокол не терпит исключений. Система работает по своим законам, и эти законы требуют полной лояльности. Сегодня мы тоже иногда пытаемся обмануть алгоритмы, но они все равно находят нас. Или все-таки есть способ сохранить свободу? Ставим этот вопрос открытым. От 1925 до 1926. Дзержинский болен. Врачи находят у него гипертонию, стенокардию, туберкулез, старый. Ему предписывают покой. Он смеется. «Я не могу отдыхать, когда страна голодает». Он продолжает работать по 18 часов. Жена Софья умоляет его уйти. Он отвечает: «Я умру на посту. Это моя судьба». Ему снятся коридоры и камеры, которые он построил. По некоторым мемуарным свидетельствам, точных записей не сохранилось, он просыпался в холодном поту и будто бы говорил жене: «Я строил храм, а получилась система, которая живет своей жизнью». Скорее всего, это красивая легенда, но она точно передает состояние человека, который к концу жизни начал сомневаться в собственном творении. «Я вижу, как растет культ личности, как партия превращается в механизм. Я не хочу быть частью этого, но я не могу уйти, потому что это мое детище, и я отвечаю за него». Здесь, возможно, Дзержинский впервые осознает, что протокол перерос его. Он больше не контролирует созданное им детище. Оно живет само по себе. Это момент прозрения, который приходит слишком поздно. Сегодня мы тоже иногда чувствуем, что алгоритмы управляют нами, а не мы ими. Но мы редко задумываемся об этом, потому что нам удобно. А может, пора задуматься? Что говорили о нем современники? Ленин. Кристаллическая честность, но иногда слишком жесток. Троцкий. Фанатик с горячим сердцем. Сталин позже назовет его верным солдатом партии, а затем расстреляет всех его старых чекистов. Берия скажет: «Он был наивным романтиком, думал построить правовое государство с помощью террора. Я реалист». Каждый видел в нем свое, но никто не увидел главного. Возможно, он был инженером, который построил машину, и эта машина оказалась сильнее любого инженера. Сегодня мы тоже спорим о создателях алгоритмов, но алгоритмы уже не слушают споры. Итак, кто же такой Феликс Дзержинский для нас сегодня? Он не просто палач или святой. Возможно, он инженер, который заложил основы машины управления, оказавшийся эффективнее любых идеологий. Его принципы — холодная голова, горячее сердце, чистые руки — стали универсальным кодексом для любой системы, стремящейся к контролю. Но главное, он создал протокол, который работает до сих пор, независимо от того, кто у власти, какая идеология и какие технологии. Цепочка, начатая им, ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, КГБ, ФЦБ — это не просто смена вывесок. Возможно, это эволюция протокола. Каждый раз система адаптировалась к новым условиям, сохраняя суть: тотальный учет, превентивный контроль, подавление угроз до их появления. Дзержинский не увидел ГУЛАГа, не увидел сталинских чисток, не увидел Берию в роли наследника. Но он создал тот каркас, который позволил всему этому случиться. Дзержинский мечтал о том, чтобы государство знало о каждом враге все. Сегодня государства и корпорации знают о каждом из нас все, но мы сами платим им за это подпиской, временем и вниманием. Он создал систему учета, которая стала нашим ежедневным ритуалом. Мы — живые архивы той самой ВЧК, только без расстрелов, зато с пуш-уведомлениями и персонализированной рекламой. Он строил машину тотального учета, а она превратилась в инфраструктуру повседневности, без которой мы уже не представляем жизни. И это главный парадокс Железного Феликса. Он хотел контролировать врагов, а стал отцом контроля, который мы носим в кармане и включаем по собственному желанию. А теперь самый важный вопрос к вам. Вы сейчас слушаете меня на устройстве, которое знает о вас больше, чем ваша мама, и вы сами дали ему разрешение. Дзержинский бы гордился:
Он мечтал, чтобы люди носили протокол в кармане. Но он не предполагал, что вы будете платить за это подпиской. Вопрос не в том, хотим ли мы контроля. Вопрос в том, замечаем ли мы, что уже в нем живем. Сегодня, когда мы сталкиваемся с цифровым контролем, мы видим не тень Лубянки, мы видим логику, которую однажды запустил польский дворянин, спрятавшийся в железный сейф. Его имя снова на фасадах, его цитаты на плакатах, а система, которую он создал, продолжает работать в Москве, в Пекине, в Силиконовой долине. В 2006 году профессор Академии ФСБ Александр Плеханов скажет в интервью: «Его никак нельзя ставить в один ряд с Ягодой, Ежовым, Берией». Он прав. Дзержинский был другим. Он был первым. Он был основателем. Он был тем, кто еще верил, что можно строить по-новому. А Берия строил на готовом. Но протокол пережил архитектора. И сегодня, когда мы сталкиваемся с цифровым контролем, мы видим не тень Лубянки, мы видим логику, которую однажды запустил этот человек. И вопрос, который он задал себе за месяц до смерти, остается без ответа. Можно ли построить рай с помощью ада? Или любой рай, построенный адскими методами, обречен стать адом? Может быть, дело не в рае и аде, а в том, что любой протокол, созданный для контроля, рано или поздно начинает контролировать своих создателей. И мы, живущие в эпоху больших данных, лучшее тому доказательство. Мы сами стали элементами системы, которую однажды создали, и теперь не знаем, как из нее выйти. Или, может быть, мы уже не хотим выходить, потому что она слишком удобна. Спасибо, что досмотрели до конца. Если этот выпуск заставил вас задуматься, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие истории. А в комментариях напишите, как вы думаете, можно ли сегодня вырваться из цифрового протокола? Или мы уже навсегда в нем? Увидимся в следующем ролике.